Всем привет, с вами Легендас, и это новое видео «Путь новичка», где я рассказываю, как лучше и эффективней прокачать свой аккаунт и научиться играть новичку. В сегодняшнем видео вы узнаете, какие следующие шаги нужно сделать новичку для того, чтобы эффективно начать играть. И первое, с чего мы с вами начнем, это режим «Война фракции». Это основное место, где игрок проводит большую часть игрового времени. Данное место служит основным фундаментом, где он получает основные награды, такие как золото, души, кровавые кристаллы и прокачка персонажа. Для того, чтобы начать играть в данном режиме, вам необходимо придумать себе никнейм, который будет отображаться в рейтинговой таблице войны фракций. После создания никнейма вам необходимо выбрать фракцию, за которую вы будете сражаться. В Mortal Kombat Mobile представлено 5 различных фракций. Выбор фракции не имеет принципиального значения. Единственный нюанс для новичка, который может иметь значение при выборе фракции, нужно обратить внимание на количество участников данной фракции. На что это влияет? Это влияет на конкуренцию в списке рейтинга фракций. Чем больше участников в данной фракции, тем больше очков требуется получить на следующее звание, набрав которое в конце сезона вы будете получать соответствующие награды. Если вы вдруг передумали и решили выбрать другую фракцию, это можно сделать в любой момент. Для этого необходимо нажать на ваше знамя, где написан ваш никнейм и уровень вашей учетной записи, нажать на вкладку «Выбор фракции» и выбрать себе другую фракцию, которую вы захотите. Но прежде чем сменить фракцию, нужно знать следующее. Если вы уже набрали очки фракции и заняли определенный рейтинг, то при смене на другую фракцию весь ваш прогресс будет утерян и сброшен до нуля. И вам придется заново зарабатывать очки и рейтинг фракции. Поэтому не рекомендуется делать смену фракции в середине сезона, если вы уже начали свой прогресс. Следующее, что нужно знать в войне фракций, это цели сезона. Их вы сможете посмотреть в правом верхнем углу. Достигнув необходимого количества очков в целях фракции, всего целей сезона 6. За каждый этап вы получаете награду. Это кровавые рубины и золото. Кровавые рубины – это специальная валюта войны фракций, которую вы сможете потратить в магазине войны фракций, где мы узнаем, на что в первую очередь лучше и эффективней потратить нашу валюту. В магазине можно приобрести 4 персонажа. Давайте посмотрим каждого из этих персонажей поподробнее. Первым, кого мы рассмотрим, это Эрмак классический, который относится к фракции Внешний мир. Будет очень полезен в таких испытаниях, как башни, которые появляются на короткий промежуток времени, где нужно сражаться с боссами. Благодаря пассивке Эрмака, который наносит постепенный урон в объеме 10% от максимального количества здоровья противника, он эффективен даже будучи без слияния. И благодаря этому, если у противника большое количество здоровья, он будет крайне эффективен в вашей команде. Следующий персонаж, которого мы рассмотрим, это Сабзиро классический. Данного персонажа я бы не рекомендовал приобретать в первую очередь, а потратил бы рубины на других персонажей, которые более эффективны и которые можно приобрести в войне фракций. У Сабзиро классического средний урон и очень трудная механика спецприемов для новичка. И по этой причине я его не рекомендую. Следующий персонаж, которого мы рассмотрим, это Скорпион классический. Имеет двойную фракцию. Это мастера единоборств и преисподня. Благодаря этому на него могут действовать как положительные, так и отрицательные эффекты данных фракций. Данного персонажа я рекомендую приобретать в первую очередь и по возможности прокачать до максимального уровня слияния. Благодаря пассивной способности Скорпиона классического он имеет огромный урон и большую эффективность в команде. Очень полезен в боях, где противник постепенно исцеляется и производит замену. Используя первый спецприем, Скорпион классический возвращает обратно в бой раненого противника, накладывая на него кровоточение
и позволяет добить, не давая ему отличиться. Следующий персонаж, которого мы рассмотрим, это Кабудзюцу Таня. Она имеет двойную фракцию, это мастера единоборств и внешний мир. Благодаря этому на нее могут действовать как положительные, так и отрицательные эффекты фракций. Этот персонаж отлично подходит для игры в войне фракций, благодаря ее пассивке, увеличенному шансу на смертельный урон для всей команды. И мы переходим во вкладку «Снаряжение». Данное снаряжение на начальном этапе игры неэффективно приобретать по нескольким причинам. Первая причина. Более эффективной тратой будет покупка персонажа за кровавые рубины. Второй способ – это покупка снаряжения и использование его в режиме заданий для повышения шанса выполнения заданий. Прежде чем начать играть бои в войне фракций, нужно составить команду. Это можно сделать в меню «Создать». Зайдя в меню редактирования команд, у вас есть несколько вкладок для того, чтобы вы могли сделать заготовки и при необходимости их менять. В войне фракций можно использовать даже тех персонажей, которые находятся в режиме заданий. Базовый подбор для войны фракций осуществляется по следующему принципу. В вашей команде должны присутствовать персонажи одной фракции. Таким образом, они получают максимальную прибавку и максимальные бонусы от всех персонажей в команде. После того, как вы собрали команду, возвращаемся в главное меню. И чтобы начать битву, нужно нажать «Бой в сети». Выберите одну из 4 сложностей битвы. Как выбрать уровень сложности и чем они отличаются? Уровни сложности отличаются несколькими нюансами. Это количество отыгранных боев. Это получение бонуса очков опыта и очков фракций за прохождение последнего боя. Чем выше сложность, тем сильнее команды будут против вас. Что собой представляет война фракций? Война фракций – это условное ПВП. Почему условное? То за карты персонажей и игроков будет играть компьютер. Так какую же сложность выбрать лучше всего? На ознакомительном периоде игры в самом начале лучше всего играть либо быструю битву, либо обычную битву. И с получением опыта и навыков игры эффективнее всего использовать сложную битву. На это есть несколько причин. Одна из этих причин – это средние противники. Следующая причина – в режиме 5 битв энергии персонажа хватает ровно на 5 битв. И вам не придется тратить души для того, чтобы восстановить энергию на персонажах. И еще одна причина – это получение бонуса очков опыта и очков фракций за прохождение последнего боя. Если у вас достаточно карт для того, чтобы играть по 5 битв и менять между собой команды, более эффективным будет играть 5 битв, нежели играть 7 битв и обновлять за души. Почему? Отыгрывая большое количество боев и получая бонус каждый 5-й бой, разница в получении бонуса опыта и бонуса очков фракции будет выше, чем за 7 битв, и не потребует затраты душ на восстановление энергии карт. После того, как вы выбрали одну из сложностей, компьютер автоматически подбирает вам противника. По какому принципу идет подбор противников? Компьютер определяет силу атаки у каждого персонажа в вашей команде и суммирует ее, подбирает вам команду противника с похожей характеристикой. Но иногда бывают небольшие отклонения, и команда противника может быть сильнее вас. На начальном этапе игры для кого-то это может быть критично, но для опытных игроков этот нюанс не сильно важен. И чем сильнее будут вам попадаться противники, тем больше опыта и очков войны фракции вы будете получать в конце боя. Ну а мы переходим к следующему пункту. Список лидеров, рейтинговая таблица и награды.
В списке лидеров вы сможете посмотреть никнейм персонажа, который занял первое место, и сколько очков фракции он набрал. Также вы можете посмотреть и свой рейтинг, найдя свой ник в списке. Набрав рейтинг в войне фракции и получив звание, вы сможете получить определенные награды. Давайте посмотрим, за какие звания можно получить награды и чем они отличаются. И первое звание, с которого мы начнем и на которое стоит обратить внимание, серебряный боец 2-го уровня. Достигнув этого звания, вы сможете получить следующие награды, указанные в этом списке. Я рекомендую достигнуть этого звания тем игрокам, которые только создали аккаунт и играют первые 2 недели игры, и не потребует больших вложений, сил и времени для достижения данного звания. Следующее звание, серебряный боец 3-го уровня, отличается лишь только в получении золота, душ и кристаллов. Эта разница минимальная и не стоит затраченного времени. Следующее звание — это элитный серебряный боец. Данное звание я рекомендую получать тем игрокам, кто уже отыграл больше 3 недель активной игры и прокачал своих персонажей, которые в конце каждого боя получают минимум 1500 очков фракции. Достигнув этого звания, у вас есть хороший шанс получить алмазную карту Рейдена Injustice 2 и алмазные карты Скорпиона МК-11 либо Сабзира МК-11, в зависимости от текущей награды сезона, которая может меняться. Следующее звание, первый золотой претендент, отличается лишь только в получении золота, душ и кристаллов. Эта разница минимальная и не стоит затраченного времени. Следующий ранг — это золотой претендент 2. Также имеет незначительное отличие от золотого ранга 1 в виде наград золота, душ и кристаллов. Эта разница минимальная и не стоит затраченного времени. Следующее звание, золотой претендент 3, отличается от золотого претендента 2 не только золотом, душами и рубинами, но и более высоким шансом на получение следующих карт, который является максимальным в войне фракций, независимо от того, насколько выше вы получите звание и рейтинг. Следующее звание, элитный золотой претендент, является золотой серединой. Я рекомендую тем игрокам, которые играют больше 60 дней активной игры. Данный рейтинг имеет максимальный процент на получение алмазных карт, неплохие награды золота, душ и кристаллов, и не потребует от игрока колоссальные траты времени для поднятия рейтинга. Следующие вышеуказанные ранги не стоят затраченного времени и сил, так как награды отличаются несущественно и являются очень времязатратным. Итак, давайте с вами сделаем краткий итог всего того, что я вам рассказал. Если вы только создали аккаунт и играете первые 2 недели игры, ваш выбор — серебряный претендент 2-й уровень. Выше поднимать рейтинга смысла нет, это будет слишком времязатратно и неэффективно. Если вы отыграли больше 2 недель игрового времени, ваш выбор — элитный серебряный боец. Если вы отыграли от 30 игровых дней, ваш выбор — золотой претендент 3-го уровня. На сегодня это все, что я вам хотел рассказать. Ну а знакомство с игрой мы с вами продолжим в следующем ролике «Пути новичка». Ну и как всегда по традиции, посмотрел ролик, оставь комментарий. Понравился ролик? Поставь лайк. Очень понравилось? Подпишись. А также не забывай про моих друзей. Ссылка в описании.